Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Это наш дом в Тбилиси, где мы живем где мы прожили уже 3 месяца, друзья. 3 месяца нашего пребывания, 3 месяца нашего проживания в Тбилиси подошли к концу. И поэтому хочется взять вас с собой на прогулку до... Смотрите, какой стул хороший. Вам не нужен стул? Нормальный. О, блин, точно такой стул у меня был у бабушки. Да, черт побери, да он еще, наверное, дореволюционный. Ничего себе. Советских времен, да? У меня у бабушки, да-да-да, такой был. Ох. Вот, да, прикиньте, реально, точно такой стул был. Обалдеть. Это прикольно. Так вот, хочу вас взять прогуляться. Прогуляемся мы до строительного магазина. Там надо кое-что купить. И заодно поговорим как раз про наши 3 месяца в Грузии. Виноградик. Ох, виноградик. А вот из этих листьев, из виноградных, делают классную штуку. Она называется долма. Сюда кладут фарш с рисом и вот так вот заворачивают. И получается такой ролл. Маленький ролл, который называется долма. Здесь в Грузии тоже продается. Я не знаю точно, чье это блюдо. По-моему, по-грузински долма называется талма с буквы Т, но я не уверен. Но в любом случае это блюдо знают здесь, мне кажется, все, наверное, как и в России. А мы идем по улице, где находятся разные посольства. Вот здесь разные посольства. Тут, по-моему, посольство Ирана будет где-то. Тут вот еще какое-то посольство. Проблема этой улицы в том, что здесь очень много машин и почти нет тротуара. Но, честно говоря, это нас вообще преследовало везде в Тбилиси. Честно говоря, очень тяжело было. Ёлки-палки, господи, да как ты пукнул громко. Фух, я испугался. Это что за машина-то вообще? Давайте посмотрим. Ну, понятно, конечно, какой-то там... Что это? Мерседес. Ну, вот понятно. Мерседесы эти пукающие. Надо было ездить на русском КамАЗе. Кстати, а КамАЗ вообще еще как выпускают в России? По-моему, российский автопром уже все. Закончился. Теперь он китайский автопром с русской надписью. Кстати, вот там находился Сабринкин садик. Она туда ходила. И вообще одна из идей была у нас, чтобы Сабрина, наша дочь, походила в детский садик на русском языке, чтобы она побольше пообщалась с другими людьми на русском. И в целом все прошло успешно, но, правда, конкретно вот в этом садике она недолго пробыла, потому что нам не очень понравилось там отношение к Сабрине, и мы ее оттуда забрали. А еще там, в той стороне, вы можете... Давайте назад посмотрим. Вы можете вот там увидеть горы. Я туда очень любил ходить, пока на меня там не набросилась стая или свора бездомных собак. После этого я практически перестал туда ходить. Смотрите, тут какой прикольный мостик.
мостик, который тебя ведет вот сюда, к этому подъезду. Тут еще такой прикольный вход для, очевидно, кошек. А может и для собак. Идем с вами сейчас в строительный магазин, чтобы купить стретч-пленку. Стретч-пленка – это такая прозрачная пленка шириной где-то 40 сантиметров, 50 сантиметров, может быть. И она нам нужна для того, чтобы упаковать, ну или лучше сказать, обернуть, да, обернуть наши чемоданы. Для того, чтобы, во-первых, они не развалились, потому что чемоданы у нас уже старые, а мы так и не купили новые, но они переживут еще один долгий перелет. Долгий перелет нас ожидает буквально уже через несколько дней. И, если честно, мы просто вообще в восторге. Мы просто полны энтузиазма по поводу этого долгого перелета в следующую прекрасную страну. Очень ждем этого момента, потому что, не знаю, честно говоря, как-то тяжело далось нам это время в Грузии. Тяжело дались нам эти 3 месяца в Грузии по разным причинам. От каких-то бытовых неудобств, типа, ну вот, невозможности, например, ходить по тротуару с коляской, потому что либо тротуара нет, либо там автомобили, либо еще что-то, до каких-то других еще моментов. Ну, в общем, не знаю. Были приятные моменты, были сложные моменты. Но одно меня безумно радует. Меня безумно радует то, что мы смогли сделать все, что хотели здесь, в Грузии, сделать. То есть мы выполнили все квесты. Не все выполнилось, наверное, так хорошо, как хотелось бы, но, по крайней мере, мы реально все сделали, все, что хотели. Нам нужно было там и по документам сделать, и встретиться с Миркой, моим сыном, он прилетал. Мирка, в следующий раз ты к нам прилетаешь. Так что увидимся с тобой скоро относительно. Не очень скоро, но затем Юля ездила в Россию и обратно. Кстати, у нас был подкаст о впечатлениях и эмоциях Юли после этой поездки. Можете послушать. Вот здесь появится сейчас этот подкаст. Юлина мама приезжала к нам сюда, и мы с ней провели тоже чудесную неделю. Подруги наши из Москвы прилетали к нам сюда, и мы с ними тоже повидались. Даже у моего брата была мысль приехать, но он, к сожалению, не смог. Но все равно, в общем, много встреч, документы, Сабрина и ее русский язык. Короче, все, что... Я, наверное, запишу еще отдельный подкаст на эту тему. Так что подписывайтесь на любой платформе. Расскажу подробнее про то, вообще про весь этот опыт. А сейчас, кстати, надо посмотреть карту, потому что я, честно говоря, не знаю, где находится этот магазин. Я никогда там не был. И я даже не уверен, что он вообще существует, потому что, я не знаю почему. Потому что, как-то сложно найти какие-то магазины. Если это не какие-то сетевые магазины, то их просто нет на Google картах или на Яндекс картах. Я не знаю почему. Но посмотрим. Говорит, 3 минуты осталось еще идти пешком. Так, по карте магазин должен быть прямо в следующем
здании. Так, нет, не здесь, а вот там, где значок доллара. Так, ну что, друзья, вот здесь у нас должен быть строительный магазин. Вы видите строительный магазин? Может быть, это строительный магазин? Но это не очень похоже на строительную одежду. Да? Хотя, в принципе... Что нам делать, друзья? Здесь нет строительного магазина. Вроде как дальше будет... Ой, блин. Там вообще какой-то в подвале магазин. Не знаю, в общем, будем сейчас искать другой магазин. Строительный или просто с хозяйственными товарами. Надеюсь, что найдется. О! Кто ищет, тот всегда найдет. Ну что ж, я нашел магазин. Была ли в магазине стрейч-пленка? Была. Купил ли ты, Макс, эту стрейч-пленку? Нет, не купил. Макс, эта стрейч-пленка не подошла тебе? Нет, она прекрасно мне подошла. Эта стрейч-пленка не понравилась тебе, Макс? Нет, отличная стрейч-пленка. Проблема в том, что у меня осталось только 20 лари. Это $8 примерно. А пленка стоила 35 лари. То есть, не знаю, $12-13 примерно. И я хотел оплатить картой, но продавец сказал, что извини, слишком большая комиссия от банка, который принимает оплату картой, ну, который обеспечивает как бы транзакцию. Извини. Я ему говорю, ну и ты тоже извини. И решил идти в другое место. Ну, буду знать, что если что, там есть эта пленка. Хотя я вообще не планировал снимать лари, потому что, ну, я не могу их просто снять. Кстати, здесь, смотрите, здесь есть вообще криптоматы. Можно в целом взять и снять 15 лари с помощью крипты. Но я уверен, что курс там ужасный, и что вообще я не очень хочу так делать. Я хочу просто заплатить картой без всяких проблем. Поэтому буду искать другой магазин. По идее, здесь их должно быть много. Вопрос в том, как их найти, если они не все отмечены на картах. Может быть, Бамбук знает. Скажи, как вообще здесь в Грузии находят какие-то магазины? Ну, если, например, ты хочешь купить что-то, например, тебе нужна бутылка воды для полива, чтобы полить себя. Где бы ты искал магазин с водой? Молчит? Неразговорчивый. Нашел еще один подвальчик. Ну, потому что это реально такое подвальное помещение. Магазин в подвале. И там была пленка, но она была маленькая такая, очень маленькая, и ее было мало в одном рулоне. И она была для еды, то есть это пищевая пленка. В принципе, одна штука стоила 6 лари, то есть, в принципе, наверное, 4 мне бы хватило. Но я, честно говоря, не уверен. Хочу посмотреть еще. По крайней мере, есть уже 2 варианта. Ну, на самом деле, один вариант.
Сейчас найдем обязательно еще какой-нибудь магазин. Так, ну что, победа. Лента найдена. На самом деле точно такая же, как была в предыдущем магазине. Но я взял 4 таких рулона. Но 2 из них, 2 из 4, они как бы больше. То есть они толще. О, господи, эти самокатчики. Это какая-то дичь просто. Это просто какая-то дичь. Сколько уже я видел аварий. Ладно, я не буду об этом говорить, но это просто дичь. Короче, две, я не знаю, как это правильно сказать, потоньше, 2 потолще. Короче, в рулонах разное количество пленки. 2 больших рулона и 2 маленьких. Давайте скажем так. Я думаю, что мне хватит. Если мне не хватит, этот магазин недалеко от того места, где я живу, и я смогу докупить необходимое количество. Например, мне нужно будет еще 2 рулона, я смогу их докупить. Сейчас остался еще один небольшой квест. Давно я хотел зайти в это место и съесть здесь шаверму. И вот, наконец-то, я это сделал. Практически последний, ну не последний, но почти в самом конце нашего пребывания здесь, в Грузии. Сейчас попробуем. Вот так выглядит шаверма. Ух! Чертовски вкусная шаверма. Много овощей. Божественный. Соус. Соус — это то, что делает шаверму шавермой. И очень крутой, хрустящий лаваш. Пока я сидел, ел, ко мне подошел парень, который делал эту шаверму. И как раз я ему говорю: это просто замечательная шаверма. Я использовал немножко другое слово, но давайте скажем так. Это просто замечательная шаверма. И он спросил меня, что мне больше понравилось. Я ему ответил, что соусы и сочетание вот это овощей, то есть баланс между мясом, курицей и овощами. В общем, ребята, после того, как я съел эту фантастическую шаверму, могу ее смело вам рекомендовать. Вот это место офигенное. Заходите. Называется оно вот так. И вот здесь адрес. Заходите, берите классическую шаверму. Вот такая шаверма. Так вот, оказалось, что там в этой шаверме один соус обычный, классический, такой белый соус, а второй — это аргентинский чимичурри. У-ху! Секрет гениальности этой шавермы раскрыт. Я уже много раз называл шаверму современной русской кухней, частью современной русской кухни. И вы можете спросить меня: Макс, ты что, в своем уме? Посмотри, шаварма, это же ближневосточное блюдо. Вы мне можете даже назвать страны, где это блюдо готовят сейчас. И даже, наверное, вы можете друг с другом поспорить, в какой именно стране это блюдо появилось. Но это все не так важно. Важно то, что шаверма, так говорят в Петербурге, или шаурма, так говорят в Москве и остальной части России, стала неотъемлемой частью современной современной именно русской кухни, потому что вы идете по любому городу, и вы встречаете такие киоски, мы их называем шавермячная, места, где продают шаверму. Шаверму часто едят. Что-то похожее, наверное, на берлинский донер.
который тоже донер, да, турецкое блюдо, но оно стало частью современной немецкой кухни. Здесь, мне кажется, похожая история, поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что шаверма – это часть современной русской кухни. Причем классная ее часть. Что ж, друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо Грузии, спасибо Тбилиси. Но время уезжать. До встречи в следующем влоге в следующей стране.